Доктор Стрэндж 2 Мультивселенная Безумия по правду может занять звание самого ожидаемого фильма 2022 года. Не верите? Недавно сразу десятки инсайдеров, как крупных, авторитетных, так и мелких, выложили в сеть огромное количество персонажей, которые могут получить камео в Мультивселенной Безумия. Я вам расскажу так и о 100% персонажах, которые появятся в фильме, так и о маловероятных. Список очень большой, и утверждать, что он 100% нельзя. И судите меня строго, если какой-то персонаж окажется фейком. Рекомендую досмотреть этот ролик до конца, потому что если ты не досмотришь этот ролик до конца, то упустишь много чего интересного. Всем привет, с тобой Аколди, погнали. И начнем с вами с персонажей, которые 100% появятся в фильме. Начнем с Алой Ведьмы, которая уже засветилась в трейлере. И по слухам сыграет в фильме одну из главных ролей. Вероятно, главная сюжетная линия Ванды будет связана с тем, что девушка будет пытаться вернуть своих детей. Стрэндж расскажет ей о мультивселенной, что мы видели в трейлере. А сама Алая Ведьма уже ранее слышала голоса своих детей в сцене после титров Ванда Вижн. К слову, Викон и Скорость также могут появиться в фильме. В фильме стоит на 100% ожидать появления Локи и Сильвии. Мы давно уже не видели парочку сериала Локи. И будет очень интересно узнать, что в итоге произойдет с TBA и самими персонажами. Почему парочка все-таки появится? Сразу после премьеры сериала Локи в сеть утекло несколько косвенных доказательств, что Том Хиддлстон и София де Мартино присутствовали на съемочной площадке Мультивселенной Безумия. Позже сам Хиддлстон в интервью стал чересчур навязчиво намекать, что его персонаж скоро появится на одном экране с Доктором Стрэнджем. Если организацию TBA и связанных с ней персонажей оставить без внимания в Докторе Стрэндже 2, то зачем тогда вообще смотреть сериалы Марвел, если они ни на что не влияют в общей киновселенной? В Докторе Стрэндже 2 определенно стоит ждать команду иллюминатов. В КВМ они будут следить за стабильным состоянием мультивселенной и в итоге вызовут Стрэнджа на суд. В трейлере уже можно было заметить вариант Кристины Палмер в голубом костюме, которая в фильме будет посланницей иллюминатов. А премьером в составе команды просуждаем чуть позже. Человек-паук также обязан появиться в фильме. В контракте Тома Холланда ранее были указаны, что он появится в одном сольном фильме в Марвел и в одном появлении в командном комиксе. Скорее всего, это будет небольшой камео в начале фильма, когда Стрэндж узнает Питера или хотя поймет, что его заклинание забвения вызвало глобальный разлом в мультивселенной. Об остальных персонажах типа Америки Чавес, Гаргантоса, Барона Мордо, Минотавра, Темного Стрэнджа или Доктора Вуду нам уже известно. Теперь стоит упомянуть одного классного персонажа, который точно появится в фильме. И это Чарльз Ксавье. Про него мы все с вами знакомы, но если кто не знает, просто посмотрите фильмы Люди Икс. Персонаж Доктора Стрэнджа будет отличаться только версией персонажа. Одни говорят, что это будет Патрик Стюарт, а другие говорят версия Джеймса Маквоя. А пока в сети до сих пор гуляет концепт арт, на котором Алая Ведьма атакует Ксавьера в летающем кресле. Летающее кресло может быть подтверждением того, что этот Чарльз будет из еще одной вселенной. Ведь оба вышеупомянутых версии профессора ездили в обычном инвалидном кресле. Сливы сюжета говорят о том, что Чарльз будет лидером иллюминатов, которые вызовут Стивена Стрэнджа на суд. Теперь сейчас мы с вами поговорим о возможных камео. В составе иллюминатов может быть и Мистер Фантастик в исполнении Джона Красински, которого фанаты давно пророчат в эту роль. В этом есть важный момент. Сливы говорят, что это будет именно вариант Мистера Фантастика, то есть герой из другой вселенной. Но хоть фильм о фантастической четверке уже анонсирован, мы все равно не видели ни одного ее члена в рамках КВМ. Еще в 2020 году многие порталы говорили о том, что в Мультивселенной Безумия появится версия Железного Человека в исполнении Тома Круза. Эти слухи возобновились и сейчас. Однако в сети нет косвенных подтверждений того, что Марвел и Круз договорились о таком камео. Тем не менее, свежие сливы говорят, что в составе команды иллюминатов будет совершенный Железный Человек с нанокостюмом и 3 камнями бесконечности. Данные говорят, что эта версия Старка не такая-то и добрая, и в своей вселенной в одиночку одолела Таноса. Не утихает и слухи о возвращении Росомахи от Хью Джекмана. Верится в них довольно-таки слабо, но теоретически, что мешает Джекману отснять 10-секундное камео? Таким образом, он покорит все кинозалы планеты. Как это сделал Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд в «Нет пути домой». Авторитетные источники утверждают и о том, что в составе команды иллюминатов будет входить и версия Моники Рамбо. В своей вселенной она является капитаном Марвел вместо Кэрол Денверс. Имя Моники не вызывает так много хайпа, как возвращение Хью Джекмана, поэтому этот слух может быть весьма правдивым. Тем более, что Марвел наверняка захочет
стоит напомнить об этой героине перед ее появлением в Марвелах. Многие ее наверняка подзабыли после Ванда Вижена. А также ожидается появление Белого Вижена. Также, как утверждают источники, появится Капитан Картер и Бальдер Храбрый. Они могут войти в состав иллюминатов. Также говорится, что роботы Альтрона будут прислуживать иллюминатам. Некоторые инсайдеры говорят, что помимо Мистера Фантастика от Джона Красински, говорят, что в мультивселенной Безумия могут появиться и другие члены Фантастической четверки. Актеры не уточняются. Некоторые источники говорят о том, что Марвел пытается вернуть в фильм многих членов оригинальной команды Людей Икс. Грозу от Холли Берри, Циклопа от Джеймса Марсдена и Джин Грей от Фамки Янсен. Многие пророчат появление в фильме Призрачного гонщика, который был когда-то связан со Стрэнджем и с темой мультивселенной. Но как столько персонажей могут появиться в одном фильме? К слову, хронометраж мультивселенной Безумия составит больше 3 часов. Именно поэтому сиквел Доктор Стрэндж 2 может стать еще одним мощным супергеройским кроссовером, а также самым ожидаемым фильмом в 2022 году. В источнике также говорится, что появится Барон Мордо, Злой Вонг в образе Клайд Кусацу. Также появится персонаж Клеа, на английском Клеа Лейк. Она является участницей и любовным интересом Доктора Стрэнджа. Было бы неплохо, если вы посмотрели мои предыдущие ролики. Как раз вот ролик, который связан с классным камео персонажа. Вторую часть видео публикую чуть позже. Это будет скоро. С тобой был я, Колди, и еще увидимся.